Доброго времени суток. Ну, как видно, у меня утро. Так, немножко прохладненько. Но в середине 5 градусов тепла есть. Расскажу, что я делал. Это была одна доска, вот так, длинная. У нас есть вот такой кусок, обрезок металла, уголок, где-то в кровле использовался. Металл хороший, немецкий, цвет шоколад, просто он в пыли. Сейчас мы померяем его размеры. Около 20 сантиметров. Соответственно, я взял из доски, вырезал 3 детали. Это была одна доска. То есть деталь одну на 19 сантиметров, чтобы она была короче на сантиметр за крышу. 2 стоевых. Сначала это были прямоугольники. Я под 90 градусов вот срезал, связал в кучу, где-то плюс-минус, где не вышло, где получился запил, срезал я обычной паркеткой ручной, то есть на коленке, без всяких приспособлений. Где немножко угол не такой, слаживаем их в кучу, вот, равняем и берем наждачку, брусок и затираем неровности, чтобы приблизительно было ровно. Потом проверяем под нашу крышу. Ложится, как по мне, для такого изделия вполне нормально. Потом я взял ручной электрорубанок и немножко поравнял эту доску, так как она была с-под ленты, то есть запилы, неровности на ней были. И сейчас они остались, да, они есть. Но в конце, когда я соберу эту деталь, и сейчас предварительно внутреннюю ее часть, я подшлифую. Шлиф машина от Makita, моделька BO 5031. Я беру круг наждачный с 40-м зерном и вперед. Отверстие буду делать вот таким совдеповским перьевым сверлом на 32. Он просто вот вставляется в этот штырь, там прорезь и фиксируется. Приступим. Предварительно размечаем, чтобы у нас был центр. Вот, линия есть. Теперь приблизительно отлаживаем, сколько нам надо. Я сделаю на 70 центов. Вот это будет центр. Вот. Так же самое здесь. Где-то я потерял фиксирующий болтик. Я вставлю саморез. Не повторяйте за мной. Но так как я буду крутить не дрелью высокооборотистой, а обычным шуруповертом, да, я поставлю на максимальный момент, на вторую скорость, на сверление, но тем не менее его можно удержать. Чтобы деталь эту не вырвало, наверное, воспользуемся струбциной. Я сверлю обычно до того момента, пока вот этот вот центр не проколется на ту сторону. Потом переворачиваем и сверлю навстречу. Все, готово.
Смотрим. Вот она. Отверстие. В принципе, очень даже неплохо выходит. Есть. Как видим. Все хорошо. У нас есть перепады после электрорубанка. Так как у меня нет рейстмуса, нет какого-то приспособления, чтобы выравнивать, именно калибровать по толщине заготовки, я сейчас просто сделаю что? Возьму шлифмашину. Это можно сделать и в ручном режиме. То есть берете брусок, берете шлиф-шкурку с большим зерном. Я использую от 40-ки, 60-ка, вот так. Начинаем от 40-ки и пошли. Сделали себе упорчик, и эти все неровности можно снять. У кого есть электрическая машинка, то есть, ну, без проблем, даже лучше. Так как она у меня есть, я ее использую. Вперед! Вот как мы видим, плоскость приобретает неплохой такой вид. Вот видно, я провожу ногтем, вот, есть зазубрина от того же электрорубанка, но мы ее сейчас сравняем, то есть оно будет в одной плоскости. Как видим, для этого изделия просто за глаза. Самое главное, ребят, в таких изделиях, чтобы не было вот этого всего, то есть вот я прижимал струбцины, осталась мятина, тут запил, тут от электрорубанка. То есть мы сначала должны приблизительно определиться, где у нас будет середина. То есть я их сложу. Вот так. Середина. Делаем пометку. Это вот наружная. Ставлю букву N. То есть у нас вот середина. Есть замятие. Сейчас вышлифовываем середину. А наружу можно шлифануть, когда будет собрано. Вот. Шлифанули серединку. Отлично. Можно даже не вышлифовывать мелкой наждачкой, такой как вот, например, соточка. То есть середину никто там видеть не будет. То есть оно, ну, его просто не видно. Это у нас будет вот так. Можно еще немножко подшлифовать внутренний контур наших планочек. Можно приступать к сборке. Делаем обязательно склеим. Заготовку держим, чтобы она не крутилась. То есть, когда будет рассыхаться, ссыхаться дерево, оно стабильнее на клею. Во-вторых, если есть мелкие нюансы, такие как там немного перепад угла, где-то щели небольшие, ну такие, не, конечно, не 5 миллиметров, а там немного, вот, например, сейчас покажу. Вот, я поставлю вот эту боковую стоечку. Вот видите, образовываются небольшие щели. То есть, если мы садим на клей, все-таки клей немного скрывает эти щели. И я считаю, что это правильно, оно держится лучше. Мы будем использовать и саморезики снизу, маленькие гвоздики, но клеем промазываем. Приблизительно накидаем, как оно будет. Под шлифовку ту, что с середины, ставим в середину. И так же самое здесь. Смотрим, как оно прижимается. То есть где-то останется запас. Понятно, что там будет торчать немного, но все шлифовкой потом уберем. И оно будет нормально, ровно. В принципе, если будет вот так, вполне
как меня устраивает. То есть я сейчас их аккуратно снимаю, делаем пометочку карандашом с одной стороны, с другой стороны, так же самое и задними, с одной стороны, с другой стороны. Убираем в сторону боковые. Их нам хватит, чтобы немножко зафиксировать эту реечку. Проклеиваем плоскость. Наносим на реечку клей. Клея не жалейте, должно быть достаточно. И сейчас будем его прихватывать струбцинкой. Прихватим, наверное, посередине, чтобы можно было аккуратненько прибить гвоздики, чтобы была потом опора, как мы перевернем. Да, оно ездит на клею, но сейчас мы что-то сделаем. То есть я немножко поджал и начинаю равнять по нашим отметкам. Видите, сделал для чего посередине, чтобы у нас была опора придержать. То есть мы могли опереться и ударить. И аккуратненько пробиваем это все дело. Не берем с самого края, так как обязательно вот эта планочка расколется. Берем, немножко отступаем. Сантиметр-полтора, я думаю, будет хватит. Все, как видим, клей проступил, притянулось. Вот с краю осталась немножко щелка. Чтобы этого не было, мы можем взять струбцину, ненадолго притянуть. Вот. И клей начал выступать. Я делаю еще так. Если есть какой-то небольшой зазорчик, наносим клей чуть-чуть. Начинаем промазывать туда. То есть мы, получается, пальцем вдавливаем клей в этот промежуток, который остается. Одна сторона есть. Теперь приступаем ко второй. Намазываем клей. Под шлифовкой в середину. Вот всегда не хватает третьей руки. Напишите в комментариях, кому не хватает третьей руки. Без фанатизма, по чуть-чуть. Собираем далее. Все-таки мы его посадим сейчас на саморезики. Два отверстия с одной стороны, два со второй стороны. Вот, друзья, сделал разметочку и сверлим обычным сверлом по металлу, четверочкой диаметр. Ну вот, такой вот робот у нас получился. Притянул все струбцинами. Клей хорошо повыступал, то есть нормально все притянуто. Переворачиваем. И нужно закрутить саморезами. Как видим, клей еще больше выступил. Подтянулось еще лучше. Вот, покажу. Видите, они утоплены. Они не мешают. И здесь мы возьмем небольшие шипы из дерева. Забьем на клей и подшлифуем вместе. Пока она склеивается, там стягивается, я взял нашу жестяночку, делал разметку. И вот четверочкой получаем два таких отверстия. Вот с этой стороны я уже приготовил, чтобы вам просто показать. Беру тоже сверло, делаем углубление под конус, чтобы маленький саморез нормально ложился. После сборки и склейки такие вот неровности даже видно,
Чтобы это все предварительно убрать, берем болгарку, шлиф круг, зерно 40 и начинаем счищать приблизительно в ровную плоскость. Потом эту плоскость мы доводим либо шлифмашинкой, либо наждачкой. Еще пару минут прошелся полностью. Посмотрите, как получается. Это просто болгаркой с лепестковым кругом, зернистость 40. Сейчас будем проходить это все шлифмашинкой. После шлифовки, как получается. Низ пока не шлифую. Сейчас делаем шипы, на клей забиваем, срезаем и тоже шлифуем низ. Как я делаю шипы по-быстрому, без приспособы? Беру эту же болгарку, этот же круг лепестковый 40-ку. Пока не получится нужный диаметр. Потом это все просто срезаем ручной ножовкой. Вот такие вот выходят неровные шипы. Клей заполнит поры, подшлифуется и будет хорошо. Сейчас покажу. Вот, хорошо промазываем клеем, вставляем в наше отверстие и молоточком потихоньку, без фанатизма, начинаем пробивать. Вот, остановился, все, хватит. Остановился, хватит. Все, лишнее срезаем. Вот, прошелся 180-кой, чистенько, ровненько. Вот, посмотрите. Итак, друзья, ну вот такая получилась у нас кормушка. Очень все чистенько, все аккуратно после шлифовочки. Вот я вам сейчас покажу наглядно, чтобы было видно. Вот как снизу. Вот. Как видите, все можно сделать своими руками. Главное желание. Это был мой первый выпуск. Пишите, что вы думаете в комментариях. Конечно же, поставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал. Напишите, пожалуйста, интересный вам такой формат, неинтересный формат каких-то изделий. Если да, будем что-то продолжать дальше. Всем удачи, пока.